Друзья мои, представьте себе, XI век, Киевская Русь. Центром всей этой огромной вселенной, главным сияющим мегаполисом был, конечно же, город Киев. Там кипела жизнь, строились золотоглавые храмы, вершилась большая политика. Но Киев был такой не один. Давайте отъедем буквально на 100 километров на юго-восток от него. Если вы приедете туда сегодня, то увидите обычный спокойный городок в Киевской области с современными зданиями. А тогда это были самые настоящие железные ворота Руси. Суровая, мощная пограничная крепость под названием Переяславль. Люди здесь жили под стать месту. Суровые, крепкие, готовые в любую секунду бросить все и вступить в бой, потому что прямо за стенами начиналась опасная дикая степь. И как в любой приличной крепости, здесь, конечно же, сидел свой князь. Звали его Всеволод. Мужчина жутко умный, знает кучу иностранных языков и вообще любимый сын Ярослава Мудрого. Была ли у него жена? Ну, конечно, была, да еще какая. Самая настоящая греческая принцесса, дочка византийского императора Константина Мономаха. Мы не будем сейчас заново пересказывать всю ее закрученную родословную, мы подробно поговорили об этом в прошлом ролике. Сейчас нам важно совсем другое. Представьте картину. Молодой, перспективный князь и роскошная византийская принцесса женятся, у них все хорошо. Год живут, 2 живут, 3 живут. А чего-то главного им явно не хватает. Детей нет. А теперь представьте, какой это был переполох по тем временам. Как это у князя и нет детей? Это же ЧП государственного масштаба. Хотя, друзья мои, давайте судить здраво. Может, дети у них на самом деле и были, просто умирали сразу после рождения. Ведь медицина тогда была, мягко говоря, средневековой. Но официально для истории глухая тишина. И вот, спустя долгих 7 лет брака, наконец-то свершилось. На дворе 26 мая 1053 года, и в Переяславле раздается громкий требовательный крик младенца. Греческая принцесса родила таки своему мужу-князю долгожданного сына. Первенец получил очень красивое и сильное имя – Владимир. С этого момента и начинается наша история. Но вот здесь давайте сразу расставим точки над «и», чтобы вы понимали масштаб личности. Наш маленький Вова далеко не просто сын переяславского князя Всеволода. Этот ребенок умудрился сорвать главный генетический джекпот своего века, напомню. С одной стороны, его родным дедушкой был сам Ярослав Мудрый, великий и грозный правитель Киевской Руси, а с другой – могущественный император блистательной Византии Константин Мономах. Детство у византийского внука выдалось совсем не сахарным. Напомню, мальчик рос на самом краю обитаемой Руси. За стенами Переяславля гулял суровый степной ветер, а на горизонте то и дело мелькали лавины кочевников. Воспитание здесь было спартанским, и парня с ранних лет приучили к седлу, мечу и суровой мужской доле. А самый главный и тяжелый удар судьба нанесла Владимиру, когда он едва успел войти в подростковый возраст. В 1067 году его мать, греческая принцесса, тихо умирает. Мальчику на тот момент исполнилось всего 14. Потерять мать в этот переломный момент – это жесткое испытание. Владимир лишился своей главной нежной связи с далеким изящным Царьградом. Рядом остался только суровый отец-князь Всеволод и бесконечные государственные заботы. Линия детства отрезана раз и навсегда. Друзья мои, но прежде чем мы пойдем с нашим Владимиром дальше по жизни, давайте сделаем короткую паузу и зафиксируем один из самых главных моментов. Если бы вы тогда подошли к князю и спросили его фамилию, он бы вообще не понял, о чем речь. Никакими Рюриковичами они себя не называли, да и фамилий на Руси тогда не было в принципе никаких. А как же люди друг друга называли? И вот тут на сцену выходит тот самый суровый патриархат. Чего греха таить, он тогда был везде, так уж повелось, спорить с этим мы не будем. Мама в паспортной системе XI века роли не играла вообще, будь она хоть трижды византийской принцессой. Отец – глава семейства, значит все считается по отцу. Представьте, есть великий Ярослав Мудрый. У него рождаются сыновья. Но не называть же их каждый раз длинно.
Всеволод, сын Ярослава, или Святослав, сын Ярослава. Язык сломаешь, пока дозовешься. Люди тогда были практичные. Они просто взяли имя отца, Ярослав, и приклеили к нему короткий хвостик – Ич. И все сыновья Ярослава Мудрого стали Ярославичами по имени своего отца, не Рюриковичами. Это уже потом, спустя века, историки запишут их всех в одну большую династию. А тогда они были просто Ярославичами. Вот из этой чисто житейской лени и родились наши с вами привычные отчества, которые мы носим до сих пор. Но тут был один забавный и очень гордый нюанс. Этот звенящий хвостик Ич – это был эксклюзивный VIP-пропуск для высшей знати. Настоящая синяя галочка XI века. Обычные люди, конюхи, кузнецы, крестьяне вообще не имели права так называться. Вы спросите, а почему такая несправедливость? В чем разница между князем и обычным человеком? А разница в одном единственном вопросе, который им задавали. Смотрите, когда рождался сын у плотника или кузнеца, к нему приходили и спрашивали: «Ты чьих будешь? Ты чей?» Обычный человек тогда воспринимался как часть чьего-то хозяйства. И парень отвечал: «Я Ванька, Петров сын». А вот князя никто не мог спросить: «Ты чей?». Он сам был хозяином этой жизни. Князя спрашивали: «Кто твой отец? Какого ты рода?» И когда он гордо отвечал: «Я Ярославич», этот хвостик Ич означал: «Я не просто Вася, я продолжение царской крови и наследник престола». Но вы тогда спросите: подождите, если отчество должно было меняться каждое поколение, откуда тогда взялись все эти знаменитые роды, вроде Ольговичей или Всеславичей? Да все просто. Чтобы не путаться и не менять вывеску каждый раз, они просто брали имя самого важного влиятельного дедушки и замораживали его для всей семьи. А дальше потомки уже не морочили себе голову, не меняли отчество по отцу, а так и оставались Ольговичами на несколько поколений вперед. Получалось готовое название для целого клана. А теперь давайте перейдем к нашему Владимиру. По логике вещей и по всем паспортам XI века этот мальчик должен был стать просто Владимиром Всеволодовичем. Да, звучит гордо, он княжеский сын из авторитетного клана Ярославичей. Но давайте честно, таких вот Всеволодовичей и Ярославичей на Руси тогда бегало пруд-пруди. Раствориться в этой безликой толпе одинаковых родственников можно было на раз-два. Но папа нашего Вовы, князь Всеволод, был мужчиной запредельно умным. Он смотрит на своего младенца и решает провернуть гениальный пиар-ход. Чтобы вам было понятнее, давайте перенесемся в наши дни. Представьте, вы мужчина из очень хорошего, богатого и уважаемого рода. Но вы женитесь на британской принцессе из дома Виндзоров. У вас рождается сын. По закону-то он, конечно, получит вашу отцовскую фамилию, но вы бы разве удержались, чтобы не выпендриться? Вот на месте мужчины вы бы разве этого не сказали всем вокруг? Конечно бы сказали. Вы бы с самого рождения гордо заявляли каждому встречному: «Знакомьтесь, это мой сын Вова. Но вообще-то он из династии Виндзоров, внук короля». Чувствуете разницу? Вот именно это папа Всеволод и провернул. На Руси фамилий тогда не было. А вот в Византии были, да еще какие. И Мономах, в переводе «единоборец», это была официальная, запредельно дорогая императорская фамилия его жены. Всеволод понимал: отчество Всеволодович от сына никуда не денется, но это местный уровень. А вот если с пеленок прикрепить к нему мамин византийский бренд и напомнить, что он внук самого императора, мальчик сразу переходит в высшую международную лигу. И папа закрепил это прозвище за сыном намертво. Это был такой фирменный знак качества. Наш маленький Вова рос с мыслью: вокруг меня просто кузены-князья, а я Владимир Мономах. Именно поэтому мы знаем его так сегодня. И именно этот крутой отцовский ход определил всю его дальнейшую жизнь. И вот, нашему Владимиру исполняется 14 лет. У него, напомню, умирает мама. Детство закончилось, толком не начавшись. Именно в этот самый момент парень затягивает ремни своих первых настоящих боевых доспехов и делает решительный шаг во взрослую суровую жизнь, уже не просто как княжеский ребенок, а как Владимир Мономах.
гордый сын Всеволода из могучего и опасного клана Ярославичей. Мальчик вырос. Пора на работу. Друзья мои, давайте честно. Если мы сейчас начнем распутывать древнерусское листвичное право, у нас у всех пойдет пар из ушей. Это такая адская путаница, в которой князья без топора разобраться не могли. Поэтому отключаем душные исторические термины и раскладываем все настолько просто, чтобы даже голубь, который прямо сейчас пролетает мимо вашего окна, затормозил, прислушался и все понял. На дворе 1067 год. Кто же тогда рулит этой огромной страной? Представьте себе большую, мощную семейную корпорацию Рюриковичей. Наследуют в ней власть не от отца к сыну, а строго по старшинству, от брата к брату. Поэтому на момент 14-летия Вовы расклад в фирме следующий. Дядя Изяслав, это старший брат, сидит на главном стуле в Киеве. Он генеральный директор всей Руси. Дядя Святослав, средний брат, сидит в богатом Чернигове. Он главный заместитель. Папа Всеволод, младший брат, сидит в пограничном Переяславле. Он третий по старшинству, крутой топ-менеджер, но до Киевского престола ему как до Луны. И вот теперь смотрим на нашего 14-летнего Владимира. Кто он в этой схеме? По меркам 21 века он глубокий подросток. Но по меркам 11 века в 14 лет детство заканчивалось щелчком пальца. Вова в этот момент младший стажер этой огромной княжеской корпорации. Князь на побегушках у собственного папы. У него нет своего личного законного удела, у него нет славы, у него нет вообще ничего. И вот папа Всеволод смотрит на своего 14-летнего сына и говорит: «Так, Вовка, горевать некогда, пора учиться семейному бизнесу». И папа отправляет пацана в его первую суровую командировку рулить далеким, глухим, заросшим лесами городом Ростовом. И наш византийский внук садится на коня и уезжает в глушь, дабы превратиться в настоящего воина. Ростовская земля – это самый дальний, глухой и дикий край Древней Руси. Кругом бесконечные непроходимые леса, болота, волки и медведи. Но главное, там почти не было христиан и фанатов киевской власти. Местное население состояло в основном из языческих финно-угорских племен. Они плевать хотели на Киев, на папу Всеволода, на христианского бога и налоги платить вообще не собирались. Отправить туда 14-летнего пацана рулить – это все равно, что забросить вчерашнего школьника на вертолете в глухую тайгу, управлять лагерем суровых лесорубов. А теперь представьте себе, чтобы просто доехать от папиного Переяславля до Ростова, подростку нужно было прорубиться сквозь земли Вятичей. Вятичи – это абсолютно дикое, независимое славянское племя, которое проживало в лесах и расстреливало из луков любого княжеского сборщика налогов. Вова этот путь преодолел, выжил и позже в своем дневнике поучений вспомнит об этом как о настоящем подвиге. Друзья мои, я не буду тратить хронометраж на Вовины ростовские подвиги, скажу лишь одно, что он совсем там справился, и после того, как он доказал, что не размазня и умеет держать в узде дикий Ростов, папа Всеволод в 1073 году дает ему грандиозное повышение, переводит править в Смоленск. Смоленск – это уже не глушь, это богатейший ключевой торговый хаб на Днепре. И вот тут начинается настоящий приключенческий боевик. Но прежде чем мы разберемся, что же там произошло дальше, приготовьтесь, я начну вас немножечко пугать. Красиво и интригующе. Думаю, многие из вас знают эту тему, а кто не знает, устраивайтесь поудобнее. Помните знаменитую, гордую и яростную княгиню Рогнеду, которую когда-то силой взял в жены Владимир Креститель? Так вот, наша история переносит в ее родные владения, в город Полоцк. Жили-были там ее прямые потомки. Люди суровые, независимые и, честно говоря, с точки зрения Киева, всегда бывшие себе на уме. Была среди них одна княжеская пара – муж, местный правитель Брячеслав, и его законная жена. Жила эта женщина, не тужила, и вот однажды родила. О, Господи, прости меня, что я это говорю, но мы же все-таки обсуждаем 11 век. В общем, эта женщина родила самого настоящего колдуна. Да-да, мистика и колдовство начались прямо там, в роддоме. Чтобы вы понимали все совсем-совсем основательно, объясню вам человеческим языком. Малыш появился на свет с большим и очень заметным пятном на голове.
В летописях его назвали язвина на голове. Для современной медицины обычное дело – кусок плаценты, который остался у него на голове после родов. Голова младенца при этом была абсолютно целой, чистой, здоровой и без всяких дефектов. Но для дремучего средневековья это был шок. Местные языческие колдуны и шаманы, волхвы, тут же прибежали, посмотрели на младенца и авторитетно заявили испуганной матери: «Женщина, это не просто пятно, это метка высших сил, твой сын прирожденный чародей. Зашей этот кусочек кожи в специальную повязку, и пусть он носит ее на лбу до конца своих дней, иначе растеряет всю магию». Акушерки этот засохший кусочек кожицы аккуратно сняли. Мама мальчика взяла обычную полоску мягкой кожи, положила туда этот сухой кусочек и аккуратно зашила его внутрь самой ткани, как амулет. И эту повязку просто нацепили ребенку на лоб и завязали сзади на узелок. Все. Назвали пацана красивым именем Всеслав. И каким он рос? Да вполне обычным. Он не пускал искры из пальцев, когда злился, он не летал по ночам на метле и не превращался в летучую мышь, чтобы пугать дворовых собак. Он не умел призывать дождь или превращать кашу в золото. Он рос по абсолютно стандартной супер жесткой программе выживания для любого древнерусского принца. В 3 года его хныкающего оторвали от теплой мамкиной юбки и посадили на коня. В 7 лет выдали железный меч и заставили тренироваться до 7-го пота. В 10 лет отправили в глухой лес на охоту уворачиваться от разъяренных медведей и кабанов. Обычный, крепкий, спортивный ребенок XI века, но со своей уникальной фишкой. Он круглые сутки ходил в этой самой бандане, натянутой на самые брови. И вот тут в дело вступает оно – общественное мнение. Представьте себе суеверных людей той эпохи. Науки нет, интернета нет, вокруг дремучий лес. И среди них бегает княжич в неизменной кожаной повязке. И все знающие люди в Полоцке, бабки на лавках, дворовые мужики и языческие шаманы, понимающие, кивают головой. «Слышь, Михалыч, а Всеславка-то наш точно ведьмак. Помнишь, акушерка сказала, что он родился с засохшей кожей на голове?» Вот. Засохшая кожа есть? Есть. Бандану не снимает? Не снимает. Ну, колдун же. Ну, а кто еще? Так Всеслав и рос. Обычным пацаном, который, по мнению всех окружающих, был чародеем. И когда он вырос, стал править и начал побеждать врагов с бешеной скоростью, его статус главного Гарри Поттера Руси закрепился за ним намертво. Чистый средневековый пиар и никакой магии. И вот представьте себе эту картину. На дворе начало 1070-х годов. В богатом, оживленном Смоленске вовсю обживается наш Владимир. Ему чуть за 20, самый расцвет сил. Парень полон энергии, налаживает торговлю, строит планы на будущее и вообще пытается быть приличным прогрессивным правителем. А совсем рядом, в Полоцке, сидит тот самый Всеслав. Ему уже глубоко за 40, по меркам XI века это солидный, почтенный возраст. Настоящий колдун со стажем и выслугой лет, скажем так. Конечно, мы-то с вами понимаем, что никакой магии в нем не было. Но попробуйте объяснить это обычному человеку тех времен. Если бы вы спросили местных, они бы вам без сомнений поклялись. Лично видели, как он вчера волком в лес ускакал, а позавчера из окна башни вылетал, даже крыльями не махал. В общем, бренд главного чародея Руси работал на Всеслава безупречно. Друзья мои, я не буду утомлять вас бесконечной мыльной оперой на тему «Кто на кого и почему первым косо посмотрел». Давайте сразу оговоримся. В XI веке на Руси все друг друга стоили. Князья нападали друг на друга регулярно, и полоцкий Всеслав не был каким-то мультяшным злодеем, который вредил соседям из чистого колдовского коварства. У него были свои старые счеты к семье Владимира, свои геополитические интересы, и в реалиях того времени он имел на этот набег полное право. Напомню, плохих и хороших тут вообще нет. И вот этот матерый чародей нападает на смоленские земли и сжигает пригород. Что делает наш молодой Владимир? По логике суеверного века обычный парень должен был впасть в ступор, искать защитные заклинания от сглаза или панически обливаться святой водой с криками «Свят, свят, свят!».
Против него ведь вышел человек с репутацией настоящего колдуна. Друзья мои, конечно же, никакого друга-волшебника в голубом вертолете или на ковре-самолете у Владимира тогда в помине не было. Спасать Смоленск никто не прилетел. И нашему 20-летнему Вове пришлось срочно становиться волшебником самому. Что же он делает? Догнать улетевшего в туман колдуна он, конечно, физически не мог. Но наш начинающий маг применил другое заклинание. Назовем его заклинанием симметричной порчи. Владимир рассудил так: «Ах, ты прилетел и наколдовал мне тут пожар? Что ж, сейчас я покажу тебе фокус с мгновенным переносом пламени прямо под твой собственный забор». И это была магия чистой воды. Но, то есть для нас с вами, это была просто скорость, логистика и никакого волшебства, но для суеверных людей XI века это выглядело как мистика. Вова моментально собирает своих парней и устраивает такой скоростной телепорт через дремучие леса, что земля дрожала. Он переходит границу, вваливается прямо на территорию чародея и устраивает там грандиозное огненное шоу в его собственных пограничных владениях. Люди, которые увидели, что сотворил Владимир, только и сказали: «О, так этот парень тоже колдун, тут без вариантов». Зачем нам вообще эта история? А важна она нам ровно для того, чтобы вы понимали, уже в свои 20 лет, без папиных подсказок, Владимир показал свой железный характер. Он не просто отбился, он доходчиво объяснил старому волшебнику простое правило: ты у себя в Полоцке колдуй, сколько тебе влезет, хоть волком оборачивайся, хоть летучей мышью, но на моих землях свои фокусы больше не показывай. Мое колдовство работает ничуть не хуже. Конечно, забегая вперед, скажем честно, этот упрямый полоцкий дедушка на одном уроке не успокоился, и спустя годы он решит проверить Вову на прочность еще раз и попытается наколдовать пожар уже в Чернигове, куда Владимира переведут править. Но ответное волшебство Мономаха сработало без осечек, и во второй раз Владимиру просто пришлось провести сеанс окончательного экзорцизма и в ответ сжечь чародейский Минск. Вот только после этого тяжелого нокаута старый маг намек наконец-то понял и на земли Владимира больше никогда в жизни не совался. На этом направлении его магия закрылась навсегда. Конечно, никакой синей хрустальной руки Владимиру за эту победу никто не дал, но, между нами говоря, она ему была и не нужна. Свою главную награду, репутацию самого быстрого, опасного и самостоятельного лидера на Руси, он забрал себе сам. Друзья мои, раз уж мы вывели на нашу сегодняшнюю сцену такого колоритного персонажа, как Всеслав Чародей, давайте проводим его за кулисы красиво и по-человечески. После сокрушительного поражения в Минске наш полоцкий маг окончательно понял: пора подавать документы на пенсионное удостоверение. И дело тут не в том, что Всеслав испугался или растерял свои чары. Нет, он до конца дней оставался сильным, авторитетным правителем. Просто возраст взял свое. Разменять 6-й десяток в XI веке было сродни чуду. Он и так волшебник. В общем, дедушка официально ушел на покой. И как же выглядела эта волшебная старость? Сразу спойлер для любителей мистики. Когда Всеслав ушел в лучший мир, археологи не нашли в его замке ни сушеных летучих мышей, ни котлов для зельеварения. Волшебные палочки обнаружены тоже не были. Школа магии и волшебства в Полоцке дедушкой тоже не была открыта. Снял ли он свою легендарную бандану? История умалчивает, но, скорее всего, дед бережно носил ее до своего последнего вздоха. Зато вместо чернокнижных артефактов Всеслав оставил после себя кое-что действительно монументальное. Он построил в Полоцке великолепный Софийский собор, один из первых и красивейших каменных храмов на Руси. И вот это была настоящая и осязаемая магия, которая, к слову, стоит до сих пор. А еще наш чародей оставил после себя целых 6 сыновей. Настоящий полоцкий спецназ, которые успешно продлили его род, разделили уезды и правили краем еще очень долго. Сам Всеслав тихо скончался в 1101 году, прожив невероятное, волшебное по тем временам 72 года. Покойся с миром, дедушка-чародей, ты был потрясающим, ярким и безумно интересным персонажем. А то, что вы там с молодым Вовкой и Мономахом знатно повоевали и пожгли друг другу пригороды, так не обижайся, дед, время было такое. Тогда на Руси все воевали со всеми. Ничего личного, просто средневековый бизнес. Мы машем дедушке ручкой, закрываем эту волшебную главу и идем дальше. Друзья мои, а теперь к делу. Напомню, на Руси в тот момент
Власть переходила не от отца к сыну, а строго от старшего брата к младшему. Как это выглядело на практике? Умирает главный князь в Киеве. На его место из Чернигова экстренно выезжает его младший брат. Чернигов освобождается, туда из Смоленска со всеми чемоданами и коробками мчится следующий по возрасту брат. Это было не государственное управление, а какой-то бесконечный, тотальный семейный переезд и великое переселение родственников по кругу. А что в этой схеме происходило с сыновьями? А сыновья стояли в сторонке и кусали локти. Сын покойного киевского князя не получал отцовский трон, он вставал в самый хвост этой гигантской семейной очереди и смиренно ждал, пока перемрут абсолютно все его родные и двоюродные дяди. Как вы понимаете, никакой стабильности и порядка при такой системе не было и в помине. Очередь была огромной, родственники тихо и громко ненавидели друг друга, и по факту власть удерживал не тот, кто честно ждал своей старости, а тот, у кого была самая тяжелая дубина, преданная дружина и железные нервы. И вот на дворе 1073 год. Наш Володя Мономах абсолютно холост, горяч и сидит на княжении в Смоленске. И именно в этот момент на Руси случается грандиозный политический взрыв. Чтобы вы понимали весь масштаб катастрофы, напомню, на главных престолах сидели 3 родных брата. На первом месте в Золотом Киеве старший брат Изяслав. Он считался главным боссом всей страны. На втором месте в богатом Чернигове средний брат Святослав. На третьем месте в скромном Переяславле устроился самый младший брат Всеволод, родной папа нашего 20-летнего героя. Эти трое когда-то пообещали своему отцу править дружно и не ссориться. И они честно терпели друг друга почти 20 лет. Но в 1073 году у средней и младшей фракции окончательно срывает резьбу. Средний брат Святослав подмигнул младшему, то есть папе нашего Вовы, и предложил гениальный план. Слушай, а давай нашего старшего Изяслава из Киева попросим, что-то он долго не умирает. Они собирают свои дружины, приходят в Киев и устраивают классический семейный рейдерский захват. Старшего брата Изяслава они просто выставляют вон из страны, а освободившиеся козырные места просто делят между собой. Средний дядя садится править в Киеве, а папа Вовы переезжает на его место в роскошный Чернигов. И логично было бы подумать, раз папа уехал на повышение, то его тепленькое кресло автоматически должен занимать родной сын, наш любимчик Владимир Мономах. Но нет. Представляете, на место папы садится вообще не Вова, а его двоюродный брат, очередной кузен по имени Давыд. Потому что по этому дурацкому старшинству очередь до Вовы просто не дошла. Представляете, как у них вообще пухли головы все это вычислять? Как они не путались, кто куда должен ехать. Представьте этот кошмар. Ты не можешь нормально обустроить свой терем, не можешь шторы в спальне повесить, потому что в любой момент на другом конце страны может помереть какой-нибудь престарелый родственник, и все. Вся Русь мгновенно снимается с мест, пакует коробки, грузит телеги и по этой дурацкой лестнице дружно переезжает в соседние города. Вот и в этот раз папа со своими баулами покатился в Чернигов. На его место в Переяславль со свистом примчался кузен Давид со своими пожитками, а наш Вова Мономах просто вздохнул, распаковал чемоданы обратно и остался сидеть в своем Смоленске. А теперь представьте ситуацию. Твои папа и дядя только что совершили госпереворот, выгнали старшего брата и празднуют победу в Киеве и Чернигове. Выгнанный дядя Изяслав бежит на запад собирать армию возмездия. Откуда придет эта армия? С запада. А кто стоит на дороге? Смоленск. Если Смоленск сдадут или Вову укокошат, вражеская армия беспрепятственно заходит в самое сердце Руси. Папе в Чернигове и дяде в Киеве кранты. Они моментально лишаются и трона, и голов. А если Смоленск держится, у Киева и Чернигова есть время собрать войска, подготовиться и спасти свои шкуры. То есть 20-летний Вова в Смоленске буквально держит в руках жизни лидеров государства. Он их единственный щит.
Из обычного младшего родственника он в одну секунду превращается в самого важного человека в стране, от которого зависит, выживет ли новая власть вообще. Друзья мои, мы не будем сейчас подробно пересказывать вам всю одиссею беглого дяди Изяслава. Поверьте, история там безумно увлекательная, но нас она сейчас мало волнует. Скажем только кратко. Дядя наступил на те же самые грабли, на которые спустя 1,5 века наступит другой наш старый знакомый, Михаил Черниговский. Помните такого? Схема вечная и классическая. Изяслав сбежал в Европу с кучей киевского золота, а заботливые европейские родственники его там банально и технично обработали до последней монеты, похлопали по плечу, но никакой реальной военной помощи так и не дали. И вот, пока наш ограбленный дядя Изяслав грустно бредет по европейским дорогам и ищет хоть какого-нибудь спонсора, который согласится дать ему солдат за красивые глаза, наш 20-летний Вова в Смоленске в это время сидит на самом настоящем низком старте. Он буквально спит в кольчуге, судорожно укрепляет крепостные стены и ждет, что со дня на день из леса вылетит разъяренный дядя с польскими или немецкими войсками. Итак, друзья, представьте себе эту картину. Самый пик напряжения. Новоиспеченные правители в Киеве и Чернигове сидят, мягко говоря, на птичьих правах и слегка потеют. Да, они захватили власть, но прекрасно понимают, выгнанный ими брат Изяслав сейчас бродит где-то по Европе, и бог его знает, какую армию он там себе набродит. И именно в этот момент максимального стресса в Киев прилетает письмо из Дании. Давайте зайдем в княжеский кабинет, присядем на лавку и откроем этот датский свиток вместе с новым великим князем Святославом. А там черным по белому написано примерно следующее. «Приветствую вас, новая киевская власть. Пишет вам ваш коллега по королевскому ремеслу, король Дании Свен. Тут у меня к вам есть одно крайне заманчивое деловое предложение. Живет у меня во дворце племянница, английская принцесса Гита. Девчонка золото, красавица, умница, характер нордический. Да, ее папу короля недавно победили нормандцы, так что Англию в качестве приданного я вам не обещаю. Но имя, бренд, связи и пара мешочков золота на булавке у нее имеются. Кровь элитная, королевская. Короче, отдаю ее вам практически как родную кровиночку. Сам буду ночами не спать, переживать, как там она у вас на Руси приживается. Так что дружить домами мы теперь просто обязаны. Если у вас там завалялся приличный неженатый принц, предлагайте варианты. Мы на все согласны». Дядя Святослав чешет бороду, смотрит на младшего брата Всеволода, папу нашего Вовы, и говорит: «Так, брат, а нужна ли нам английская девчонка без Англии? Да она нам и с Англией-то особо не нужна. Англия далеко, да и кроме врагов у нее там нет никого. А нужна ли нам английская девчонка с Данией? А вот с Данией она нам очень даже нужна». А теперь, друзья мои, давайте оставим в покое дядю с папой и их княжеские думы. И я вам сама человеческим языком объясню, почему они так вцепились в это предложение. И при чем здесь вообще Дания? А все очень просто. Помните беглого дядю Изяслава, который без денег и армии сейчас скитается по Европе? Так вот, даже если он приползет на коленях к польскому королю и будет умолять дать ему войска, поляки не сунутся на Русь, если у Руси будет союз с Данией. Почему? Да потому что Дания в те времена – это главная морская сверхдержава Севера. Они полностью контролируют Балтику. Связываться с датским флотом ради сомнительной помощи какому-то беглому князю поляки точно не станут. Себе дороже. Понимаете суть? Англия с ее внутренними разборками киевских князей вообще не интересовала. Им было глубоко плевать на английскую корону. Им нужен был мощнейший оборонительный щит, который прикрыл бы их от войны прямо сейчас. И этот щит им предложила Дания. Ну а мы, друзья, возвращаемся обратно в княжеский кабинет в Киеве. Дядя Святослав и папа Всеволод окончательно приходят к выводу: надо брать. Но тут возникает резонный вопрос: а кого, собственно, этой заморской невесте предложить в качестве мужа? Самим жениться нельзя, оба люди солидные, взрослые, да и домашний комитет в лице законных жен такой международный союз точно не одобрит. Нужен свободный кандидат.
Дядя с папой переглядываются, и тут их осеняет. Погоди, а кто у нас сейчас на самом опасном рубеже сидит? Границу от поляков стережет. Папа Всеволод расплывается в довольной улыбке. Так Вовка же мой, Мономах, красавец, молодой, неженатый, в Смоленске порядок навел, колдуна победил, авторитет среди дружины бешеный. Идеально, хлопает по столу дядя Святослав. Парень там на границе и так спит с топором под подушкой. Каждую минуту штурма ждет. Пусть лучше невесту ждет. В общем, вариант был найден единогласно. И вот, в один и тот же день из Киева летят 2 почтовых гонца. Первый мчится на всех парусах в Данию. Текст там был короткий и деловой. Мы согласны, присылайте невесту. А второй гонец спешит прямиком в Смоленск. И там наш воевода разворачивает папино послание, а там написано буквально следующее. «Вовка, дорогой сын, срочно убирай боевой топор из-под подушки и выдыхай. Штурма не будет, мы обо всем договорились, так что доспехи можешь пока снять. Но расслабляться не время, ты женишься. Быстро приводи себя в порядок, расчесывай свою шикарную бороду, начищай сапоги до блеска, к тебе из Дании уже едет невеста, встречай как родную, крепко обнимаю, твой папа». На Руси с родителями спорить было не принято, надо значит надо. Вова вздохнул, убрал верный топор, начистил праздничный шлем, распушил богатырскую бороду и приготовился встречать суженую. А теперь, друзья мои, давайте вернемся на корабль к Гите. Для тех, кто пропустил первый ролик из нашей трилогии, сделаем короткую сноску. Гита, дочь последнего англосаксонского короля Гарольда, настоящая принцесса-беженка, а в роковом 1066 году она потеряла все. Погиб отец, рухнуло королевство, привычный мир разлетелся вдребезги. Спасаясь из горящей Англии, Гита вместе с бабушкой и братьями бежала в Данию. Но время неумолимо. Бабушка со временем умерла, братья разъехались по Европе в поисках военной удачи, и девушка осталась одна. Единственной ее опорой остался двоюродный дядя, датский король, который и заключил договор о династическом браке с Русью. И вот Гита, пережившая трагедию, которую врагу не пожелаешь, садится на корабль и плывет в совершенно незнакомую далекую страну. И вот здесь, друзья мои, происходит потрясающий исторический фокус-покус. Все, что происходило с Гитой в Англии, Дании, зафиксировано в хрониках буквально по шагам. Историки знают чуть ли не каждый ее день. Но стоит ее кораблю войти в наши реки, и все. Темная вода, глухая стена. Кто ее встречал и как ее встречали? Выходил ли молодой Владимир на пристань? Был ли пышный пир? Летописи молчат так, будто вообще никакой английской принцессы в природе не существовало. Это, конечно, отдельная песня о том, как наши древнерусские летописцы фиксировали историю. Женщины их, судя по всему, не интересовали от слова совсем. Зато ратные подвиги мужчин расписаны с фанатичной точностью. Если открыть летопись того времени, мы узнаем все о том, как Владимир воевал с чародеем, прочитаем про каждую стычку, каждый поход и чуть ли не про то, в каком ухе у князя зачесалось перед битвой. А приезд королевской дочери? Приехала какая-то невеста и приехала. Чего пергамент переводить? В общем, от суровых монахов-переписчиков подробностей мы не дождемся. А значит, включаем логику и дорисовываем эту встречу сами. Ну а что? Имеем полное право. Начнем с главного. А что вообще 19-летняя Гита могла себе представлять о Руси? Ехала ли она в темный дикий край? А вот тут нет и еще раз нет. Если объективно сравнивать Англию XI века и Русь XI века, то сравнение будет далеко не в пользу Англии. В Скандинавии, где Гита прожила последние годы, Русь уважительно называли Гордарики, страна городов. Пока в той же Англии после нормандского завоевания разруха, на Руси вовсю стоят величественные каменные соборы, кипит международная торговля, а уровень грамотности и банальной бытовой гигиены вызывал бы у европейцев того времени легкий шок.
Но тут возникает самый главный, шкурный вопрос. А на каком они языке общались? Потребовался ли молодым людям переводчик? Вот представьте себе эту картину. Встречаются англосаксонская беженка из Дании и молодой киевский князь. И как они разговаривают? На пальцах? По слогам, как мы, например, в зарубежном отеле, когда не знаем местного языка. «Я твой муж, ты приплыла на лодка». А вот и нет. Никакой глупой пантомимы и выламывания пальцев там и близко не было. Давайте просто пересчитаем их языковой багаж. У Гиты в арсенале родной староанглийский плюс свободный древнедатский. Она же годами жила при королевском дворе в Дании. А у нашего Владимира родной древнерусский, греческий, которому его учила с детства мама византийка. Да и папа его, Всеволод, как мы помним, сидя дома, знал 5 иностранных языков. И сына учил на совесть. А теперь главный вопрос. А на каком языке говорила вся княжеская дружина того времени? На древнескандинавском. Варяжская речь гремела на княжеских пирах постоянно. И вот он, их общий корень и идеальный мост. И Владимир, и Гита свободно владели древнескандинавским языком. Так что, когда Гита сошла с корабля на берег и увидела Владимира, статного, начитанного князя, с вычесанной бородой, им никакой переводчик не потребовался. Они сразу заговорили на одном языке, без лишних посредников. И пусть наши суровые летописцы промолчали о том, где именно причалил ее корабль, мы знаем точно. Встретились два очень образованных, умных человека из высшей международной лиги того времени. И вот, друзья мои, представьте себе эту картину. Если бы мы с вами изучали историю Гиты исключительно по летописям наших глубоко уважаемых и крайне выборочно добросовестных монахов, знаете, что мы бы вообще узнали об этом периоде? А мы бы узнали примерно ничего. В лучшем случае там была бы строчка «Князь женился на женщине». На какой именно? Откуда она? Да какая разница? Пергамент дорогой, нечего тут писанину разводить. Зато про то, как в это же самое время дядя Святослав посмотрел не так на дядю Всеволода, кто кому какую волость не додал, кто на кого обиделся, сколько бочек меда выпили на перу и какую длинную молитву прочитали перед битвой. О, тут накатаны тома. Сидят суровые монахи, гусиными перьями скрипят, фиксируют каждый чих и каждую княжескую разборку. А личная жизнь? А принцесса из Англии? Ой, ну какая еще принцесса? Вы что, не видите? Тут у нас взрослые мужики Чернигов делят. И вот, положа руку на сердце, знаете, откуда мы вообще узнали, что Гита существовала, уехала из Дании и вышла замуж за нашего Владимира? Спасибо датчанам. Этот датский хронист, саксон-грамматик, сидел у себя в Копенгагене и аккуратно записывал: дочь короля Гарольда вышла замуж за Вальдемара. Все. Если бы не он, мы бы думали, что первенца Мономаху аист принес. Ну вот честно, сидишь, смотришь на все это и думаешь, ну как так-то, а? Ладно бы писать не умели, так грамотные же были, образованные, но нет. Женский вопрос в XI веке решался просто. Ну, баба и баба, приехала и приехала. Главное, про битву с половцами не забыть написать. Друзья мои, конечно, тут возникает закономерный вопрос. А понравились ли вообще молодые друг другу? Ну, наши суровые летописцы до любовных романов, сами понимаете, не опускались. Это вам не французский двор и не английские поэты. Никакой романтики в документах вы не найдете. Так что о чувствах мы можем только догадываться. Но давайте включим логику. Оба молодые, красивые, здоровые, амбициозные. И самое главное доказательство того, что все у них сложилось как надо, появляется ровно через год после этой тайной, нигде не зафиксированной встречи. Именно тогда происходит событие вполне себе официальное и задокументированное. У пары рождается наследник, первенец. И вот тут отдельно интересно, а как этот факт записали наши монахи? Упомянули ли они наконец-то имя молодой матери? Представляете себе, друзья мои, если бы мы реально изучали историю исключительно по их летописям, знаете, что там написано? А я вам сейчас читаю дословно, вот ровно так, как выведено на пергаменте. «Родися Владимиру сын, и нарекоша ему имя Мстислав». Перевожу на наш современный язык. У Владимира родился сын, назвали Мстислав. Все.
То есть, если верить нашим летописцам, Владимир просто взял и сам себе родил сына. Ну а что, может себе позволить князь все-таки? Сам забеременел, сам отходил 9 месяцев, сам родил. Настоящий мужик. А мать? А то, что Гита 9 месяцев с животом ходила, токсикоз терпела, рожала в муках. Нет, вы что, описывать такое? Срамота-то какая. Не бабское это дело, в святые летописи попадать. В общем, если бы не датчане, благодаря которым мы точно знаем, кто на самом деле подарил Владимиру этого мальчика, мы бы так и думали, что на Руси XI века мужчины справлялись с почкованием. Но, слава богу, мы с вами знаем правду. Итак, напомню, назвали мальчика красивым, мощным княжеским именем Мстислав. Для киевских дедушек, для церкви, для летописцев и подданных он Мстислав Владимирович, человек, который в будущем станет великим правителем и войдет в историю как Мстислав Великий. Но вот тут открывается самая трогательная деталь этой истории. В историю Европы этот мальчик вошел совсем под другим двойным именем – Мстислав Гаральд. Вы спросите, а откуда взялся этот Гаральд? А все просто. Пока в церквях пели молебны в честь рождения Мстислава, дома, качая колыбель в княжеском тереме, Гита назовет сына в честь своего отца, того самого последнего короля свободной Англии Гаральда, погибшего под Гастингсом. И где же это записано, если наши летописи опять сделали вид, что никакого Гаральда нет, а записано это в скандинавских сагах и датских хрониках. В Европе его вообще никто Мстиславом не называл. В саге «Круг земной» и в хрониках Саксона Грамматика он четко проходит как Харальд, сын Вальдемара. Вы только вдумайтесь в эту фантастическую драму. На Туманном Альбионе англосаксонское королевство уничтожено. Нормандцы празднуют победу. Отец погибает на поле боя. Кажется, история этой семьи стирается в порошок. Но на берегах Днепра, благодаря беглой принцессе, имя последнего английского короля не просто выживает, оно становится именем будущего правителя всей Древней Руси. Потеряв родной дом, Гита подарила имя своего отца новой огромной династии. Ну а дальше, друзья мои, еще одно наглядное доказательство того, что молодые люди все-таки друг другу очень даже понравились. Они не сидели в тереме скромно, потупив взоры и вздыхая при свечах. Нет, они с завидным энтузиазмом занимались ровно тем, чем и должны заниматься молодые, красивые и здоровые люди. О чем наши суровые монахи-летописцы, естественно, предпочли бы стыдливо умолчать, мол, срамота-то какая, не дай бог в летопись про такое записать. Но результат, как говорится, налицо. Проходит ровно 1 год после Мстислава, и на свет появляется второй сын, Изяслав. Каково, а? А дальше, друзья мои, происходит то, что наши суровые монахи-летописцы зафиксировали с величайшим наслаждением. Это же вам не какая-то там баба с ее беременностями и детьми. Это настоящая мужская разборка за власть, за земли. Серьезное пацанское дело. Но, друзья мои, то, как они это записали, вы бы плакали. И я плакала, даже просто не сомневайтесь. Читала, вытирала слезы, снова читала и снова плакала. Поэтому мучить вас их безумными текстами я даже не буду, пожалею вашу психику. Я расскажу вам все нормальным, простым человеческим языком. Итак, приступим. Напомню дикий расклад сил, который был на Руси. На главном киевском троне сидит средний из братьев Святослав. В Чернигове, во втором по жирности и богатству городе, сидит Всеволод, папа нашего Владимира Мономаха. А самый старший брат Изяслав, который эти двое ранее выгнали, все еще бродит по Европе и слезно просит у европейских королей войска, чтобы вернуть себе власть. Помните? Запомнили. Ну, тут все просто. А вот дальше начинается настоящий триллер. В 1076 году у киевского князя Святослава на теле вскакивает какая-то жуткая опухоль или нарыв. Летописцы стыдливо назвали это желчь. И лекари XI века решают провести первоклассную операцию. А теперь представьте себе этот средневековый операционный стол. Никакой анестезии, никаких антисептиков. Просто суровые дядьки с резаками. В итоге князю банально вскрыли эту опухоль, и он умирает прямо на руках у этих горе-эскулапов от кровопотери и заражения крови. Казалось бы, ура! Киевский трон свободен. Папа нашего Вовы уже готов пересаживаться в Киев. Но
Ровно в этот момент из Европы наконец-то приходит старший брат Изяслав. И настроен он очень серьезно. И вы спросите, ну все, сейчас будет кровавая бойня за Киев. А вот и нет. Братья встречаются, садятся, нормально по-человечески разговаривают. И решают все мирным договором. Изяслав говорит, я вообще-то старший, я возвращаюсь на свой главный киевский трон. А папа нашего Вовы отвечает, ладно, без проблем, а я остаюсь в своем любимом Чернигове. Кошмар, как у них все запутано. Но давайте зафиксируем этот момент. Старший брат Изяслав снова в Киеве. Папа Вовы в Чернигове. Запомнили. И вот тут, друзья мои, на сцену выходит Олег. Вы спросите, а кто такой Олег и откуда он вообще взялся? Честно вам скажу. Когда я глубоко закопалась в историю Олега и в то, почему он пришел требовать земли, я на секунду искренне сочувствовала нашим монахам-летописцам. Я наконец-то поняла, почему они вообще не записывали женщин, роды, детей и прочую романтику. Да им тупо было некогда. У них мозг кипел 24/7. Попробуй тут удержи в голове всю эту дикую катавасию с этим лествичным правом. Чтобы вы не сошли с ума вместе со мной, давайте я объясню просто. Олег – это сын того самого киевского князя, который только что умер у лекарей на операционном столе. Но до того, как стать главным в Киеве, он почти 20 лет, он это папа Олега, правил в Чернигове. То есть для Олега Чернигов – это не просто город, это его родной дом, где он вырос под присмотром папы. И вот папа умер, старший дядя Изяслав вернулся из Европы и снова сел в Киеве. И молодой Олег сидит, чешет затылок и пытается сообразить. Так, в Киеве сидит дядя Изяслав. Ладно, он старше. В Чернигове, в отцовском городе, сидит второй дядя Всеволод, то есть папа нашего Вовы. А я? А мне где сидеть? В смысле мне ничего не достанется? Понимаете логику? По этой замысловатой схеме, пока живы старшие дядья, племянникам вообще ничего нормального не полагалось. Их просто вычеркивали из списка на крупную недвижимость. И вот Олег, пылая праведным гневом и абсолютным возмущением, прибегает в Чернигов к дяде Всеволоду и прямо с порога заявляет: так, стоп. В Чернигове 20 лет правил мой отец. Это моя вотчина. Какого черта ты сидишь в моем доме? Пошел вон. Представляете реакцию дяди Всеволода, который сам-то взрослый, уважаемый князь и папа нашего Мономаха? Дядя просто посмотрел на племянника, как на безумного, и указал ему на дверь. И вот тут Олег понял, по-хорошему никто с ним делиться не будет. И решил устроить дяде такую веселую жизнь, от которой содрогнулась вся Русь. И вот тут, друзья мои, конечно, наши любимые с вами монахи оторвались на полную катушку. Как все они здесь расписали, каждую деталь битвы, с самыми мельчайшими подробностями. Это вам не какая-то там безымянная женщина и не вопрос, кто родил Мстислава. Это война. Тут понимать надо. Но мы с вами, слава богу, не монахи. Мучить вас этими бесконечными военными подробностями я не буду. Пожалею ваши уши. Перескажу все быстро, понятно и абсолютно по-человечески. Итак, обиженный Олег бежит в степь к половцам, нанимает их орду, да еще и подтягивает с собой еще одного обиженку, своего кузена Бориса. И всей этой шумной, дикой компанией они наваливаются на Чернигов. А в Чернигове, как вы помните, сидит папа нашего Вовы, князь Всеволод. В общем, папу из города выбивают, Чернигов захвачен, папа спасается бегством и летит прямо в Киев к своему старшему брату Изяславу. Старший брат в абсолютном шоке. В смысле наших бьют? Какое-то хулиганье с половцами грабит наши города? Они немедленно собирают огромную армию, берут с собой молодого Вову Мономаха и идут восстанавливать справедливость. Саму бойню я вам описывать не буду. Держите сразу итог этой битвы. Наши победили. Наши это Вова, его папа и дядя. Второй обиженный кузен Борис в этой битве погиб. Олег, понимая, что его сейчас намотают на копье, в ужасе сбежал куда-то на самый край земли в тьму таракань. Но для самого киевского князя Изяслава финал оказался трагическим. И вот тут человека реально искренне жаль. Вы только вдумайтесь. Его сначала выгнали, в Европе ограбили, он там, бедолагой, скитался,
Потом с трудом вернулся домой, проявил к брату абсолютную любовь и по-братски пошел за него в бой и погиб в этой самой битве. Случайное копье в спину и все. Но для нашей-то истории в чем суть? Киевский трон теперь свободен. А кто у нас теперь самый старший в роду? Ну, мы-то с вами уже в этом листвичном праве разбираемся лучше всех. А самый старший теперь у нас папа нашего Вовы Всеволод. А это значит что? А это значит, что папа торжественно переезжает на главный престол в Киев. Та-да-дам! А дальше еще интереснее. Освободившийся Чернигов, второй по важности город страны, самый жирный, самый богатый и сочный, переходит к кому? Да-да-да, нашему Вове Мономаху. И вот Вова, Эгита и двое их маленьких сыновей собирают чемоданы, детские погремушки, игрушки. Естественно, наши суровые монахи опять не записали, как Гита паковала чемоданы. Вы что, какая Гита? О чем вы? Но мы-то с вами понимаем, кто рулил семейным бытом, так сказать. И вся эта молодая семья переезжает в сытый, роскошный Чернигов. А от Чернигова до Киевского престола остается буквально один шаг. Вы только представьте, какой грандиозный карьерный взлет совершил 25-летний Вова. Вчера скромный Смоленск, а сегодня Чернигов. Ну а дальше, друзья мои, а что было дальше? Чего там только не было. Бесконечные походы Владимира, какие-то очередные разборки с половцами, какой-то вождь Ходота, какие-то дикие быки, медведи, которые чуть не ранили его на охоте. И честно вам скажу, я этого описывать не буду. Вот была бы я монахом в XI веке, вы бы от меня про войны вообще не узнали. Зато вы бы в мельчайших подробностях знали, кого когда родила Гита, что она сказала тетке Агафье, какие сплетни ходили по Черниговскому двору, и из какой ткани она шила себе новое платье. Поэтому давайте всю эту военную сухомятку оставим за кадром. Кому очень интересны походы, открывайте монастырские записи, читайте. Там все так неинтересно записано, что просто закачаешься. Для нас с вами главная суть. Наша семья окончательно обосновалась в богатом Чернигове. Вова вечный командировочный, постоянно мечется по всей Руси, мотается по делам. А значит, весь огромный черниговский терем, быт, касса, управление, всем этим хозяйством фактически лежит на плечах Гиты. Но, разумеется, Вова воевал не без перерывов. При первой же возможности он с огромным удовольствием навещал жену в Чернигове. И надо сказать, каждый такой его визит домой давал свои плоды. И вот то, друзья мои, если верить нашим монахам, складывается вот такая картина. Около 1080 года Владимир рожает сына Святослава. Около 1082 года на свет появляется сын Ярополк. Около 1083 года сын Вячеслав. И тут вы, конечно же, спросите, слушайте, а что, Владимир рожал исключительно мальчиков? И мы бы с вами в ответ пошутили. Ну а как вы хотели? Владимир же мужчина. Кого еще, по мнению монахов, мог родить настоящий суровый князь? А если серьезно, девочки, конечно, тоже рождались. Из них летописцы сквозь зубы упомянули, например, дочку Марию. Да и то исключительно потому, что ее потом очень интересно выдали замуж за псевдо-византийского принца. А сколько там на самом деле маленьких принцесс бегало по Черниговскому терему, монахи просто не признаются. И вот тут, друзья мои, я прямо чувствую, как у многих из вас на языке застыл вопрос. Погодите, а что это, все сыновья? А где же Юрий? И я вам отвечу, да, друзья мои, по части сыновей, это абсолютно все мальчики, которых подарила Владимиру наша Гита. И Юрия среди них абсолютно точно нет. Смотрите, если с девочками мы еще можем в чем-то сомневаться, но вы сами понимаете, женщина в понимании летописцев была, так сказать, друг человека, и на пергамент попадала редко, то вот мальчишеский список у монахов зафиксирован четко. Все имена сыновей Гиты мы с вами только что перечислили, и Юрия там нет. И тут вы, конечно же, спросите, так, стоп, но если по версии монахов абсолютно всех детей рожал лично Владимир, то откуда вы знаете, какая конкретно жена кого родила? А знаем, потому что сами монахи, того не ведая, выдали себя с потрохами. На фиксирование дат у них, слава богу, ума и пергамента хватало. И под 1107 годом в летописи один, судя по всему, очень прогрессивный монах
умудряется выдать гениальную строчку: «Приставися Юрієва маті», то есть умерла мать Юрия. Не просто какая-то женщина где-то там прошла, а конкретно Юрьева мать. Вот только нюанс. В это время нашей Гиты рядом с Владимиром уже давно не было. Князь к тому времени был женат вторым браком, и Юрий родился именно от этой второй жены. И вы, конечно же, спросите: слушайте, а откуда вы вообще знаете, до какого времени Гита была с Владимиром? И правда, откроешь ту же Википедию, а там полная каша. Вообще ничего толком не понятно. Написано что-то туманное, мол, умерла то ли в Киеве, то ли не в Киеве. Но если копать историю, то перед нами встречаются два совершенно разных источника. Первый – это наши любимые монахи-летописцы. И что они пишут? Правильно, ничего. Вы же помните, по их версии, Владимир Мономах всех детей родил сам. Никакой Гиты у них в текстах в принципе не существовало. Да и некогда им было всякими глупостями заниматься, половцами под стенами. Князь пошел на разборки с дружиной, а главное, надо срочно записать в летопись, сколько бочек меда выпили на вчерашнем пиру. Вот это важная государственная информация. А какая там жена, да кому она интересна? А вот европейские хроники – это совсем другое дело. Там уже тогда все скрупулезно конспектировали. И вот какую драму они для нас сохранили. Помните, у нашей Гиты и Владимира есть старший, самый любимый сынок Мстислав. Тот самый, которого в Европе знали под именем Гаральд. Первенец, гордость и главная надежда семьи. И вот однажды, в 1096 году, молодой Мстислав Гаральд отправляется на охоту на Волынь. Все, кто хоть раз бывал на Волыне, знают эти места и понимают, что это бескрайние, дремучие, непроходимые леса, настоящий дикий первобытный бурелом. И вот там, в этой лесной чаще, на княжича вылетает гигантский разъяренный медведь. Схватка была короткой и жуткой. Зверь буквально искалечил, смял и порвал парня. Когда Мстислава на руках принесли в терем, зрелище было не для слабонервных. Местные лекари со своими тогдашними подорожниками, молитвами и кровопусканиями просто опустили руки. Диагноз XI века звучал сурово и безжалостно. Все, заказывайте отпевание, парень до утра не протянет, раны смертельные. Вы только представьте состояние Гиты. Ее любимый первенец, живое напоминание о ее далекой английской родине, прямо сейчас угасает у нее на руках, а медицина того времени абсолютно беспомощна. Какая мать сдастся в такой момент? Гита падает на колени перед иконой святого Пантелеймона, небесного целителя. Всю ночь в слезах и отчаянии она молится над умирающим сыном и дает Богу священный, нерушимый обет. Господи, если мой мальчик выживет, я брошу все, комфортный терем, княжеский статус, спокойную жизнь, я надену скромный плащ паломницы и пешком пойду на край света в Иерусалим, чтобы у гроба Господня отблагодарить тебя за спасение сына. И что вы думаете? Происходит реальное чудо. Вопреки всем прогнозам врачей, княжич открывает глаза, приходит в себя и буквально возвращается с того света. Раны начинают затягиваться. Сын спасен, Гита плачет от счастья, готовит паломническую сумму и собирается исполнить свою клятву. А теперь, друзья мои, давайте сделаем паузу, и у меня к вам вопрос. Как вы думаете, что об этой леденящей душу истории, об этом чуде и смертельной схватке с медведем записали наши любимые монахи-летописцы? А вообще ничего, друзья мои. Монахи просто перевернули страницу и подумали: княжича чуть медведь не порвал. Ну, дело житейское, с кем не бывает. Внимательнее надо на охоту ходить, под ноги смотреть. Все, пишем дальше про битвы половцев и сколько меда выпили на пиру. И тут у многих из вас наверняка возникает вполне логичный вопрос. Так, стоп, а не могли немецкие хронисты все это просто сочинить или напутать? Неужели наши летописцы могли полностью проигнорировать такое событие? Это же не про безымянную женщину история, а про взрослого мужчину, наследника престола, на которого напал медведь. Представляете, друзья мои? А они проигнорировали. Но эта история была на 100% реальной. И у нас есть железные материальные доказательства того, что ни немцы, ни мы с вами ничего не придумали. Смотрите сами, какие следы эта лесная трагедия оставила в истории. Немецкий хронист
Руперт из Дёйца с медицинскими подробностями описал ранение Мстислава Гарольда. Зверь буквально разорвал ему живот. В XI веке выжить после такого – это чудо. Но глубочайшие жуткие рубцы остались на теле князя до конца его дней. После этого чудесного исцеления Мстислав делает святого Пантелеймона своим личным небесным покровителем. В историю он вошел как Мстислав Великий, но для близких и перед Богом он до конца дней был Мстиславом Пантелеймоном. Став правителем, Мстислав строит под Новгородом каменный Пантелеймонов монастырь в вечную благодарность за то, что выжил в той схватке. По его заказу создается знаменитое Мстиславово Евангелие, где на окладе с золотом изображен именно святой Пантелеймон. Мстислав годами отправляет богатейшее пожертвование и серебро в далекий Кёльнский монастырь святого Пантелеймона. Именно поэтому немецкие монахи так скрупулезно все и зафиксировали. За такие щедрые вложения они заносили в книги памяти каждый шаг княжеской семьи. Так что эта история – абсолютный факт. А нашим древнерусским летописцам, пропустившим такое событие ради очередного отчета о пирах и битвах, мы передаем большой исторический привет. А теперь, друзья мои, возвращаемся к Гите. Что же происходит с ней дальше? Итак, чудесное исцеление состоялось. Мстислав жив и поправляется. Но клятва-то была дана перед Богом. А в XI веке клятва Богу – это вам не просто слова на ветер. И тут, конечно, у любого современного человека в голове вспыхивает вопрос. Слушайте, а как это Владимир вообще мог отпустить жену за 3-9 земель? Почему он просто не сказал: «Гита, сиди дома, вари борщ, люби вареники, никуда ты не поедешь»? Друзья мои, в XI веке он физически не мог этого сделать. И вот почему. Первое – это страх перед гневом Божьим. В то время люди верили абсолютно и искренне. Гита дала священный обет Богу, чтобы спасти жизнь их общего сына. Если бы Мономах запер ее дома и сказал: «Вари борщ», он бы совершил страшный грех и прямо накликал бы беду обратно на Мстислава, мол: «Ах, ты не сдержала слово перед Господом, ну тогда получи обратно умершего сына». Для верующего Мономаха это было просто немыслимо. И второе, конечно же, статус и уважение. Гите к тому моменту было уже за 40. По меркам Средневековья солидный и уважаемый возраст. Главную государственную задачу она выполнила на 100%. Родила и вырастила 5 богатырей, наследников и дочек. Сыновья уже взрослые, сами правят городами. Отпустить пожилую княгиню-мать в паломничество, вымаливать грехи своего рода – это высшая честь для семьи и проявление огромного благочестия. И третье. А с кем и как она вообще пошла? Не одна же она через леса пробиралась. И вот теперь, друзья мои, давайте скрупулезно сопоставим хронологию, и вы увидите, как идеально исторические пазлы складываются в единое целое. Смотрите, в ноябре 1095 года на Клермонском соборе Папа Римский Урбан II произносит свою знаменитую речь и объявляет первый крестовый поход. Весть об этом молниеносно разносится по всей Европе, вызывая невиданный ранее религиозный подъем. А уже весной и летом 1096 года в сторону Святой Земли двинулись первые колоссальные потоки людей. Понимаете, что это значит? Когда Гита стоит у постели умирающего сына и дает свой обет, она уже знает про крестовый поход. Это не была какая-то абстрактная фантастическая идея в духе: «Ой, когда-нибудь на старости лет я, пожалуй, пойду пешком в Иерусалим». Ничего подобного. Гита – опытная, умная женщина с королевскими корнями. Она дает обет в тот самый момент, когда грандиозное, самое масштабное и защищенное паломничество в истории человечества уже начиналось и набирало ход. Ей не нужно было изобретать велосипед, прокладывать неизвестные маршруты или в одиночку с посохом пробираться через дикие леса. Все было продумано. На восток двигалась не просто армия суровых рыцарей, а целые города на марше. Вместе с войсками европейских баронов шли сотни знатных дам, священники, монахи, паломники со всей Европы. Среди руководителей и участников этого похода было полно европейских родственников самой Гиты. Поэтому клятва Гиты – это не импульсивный безумный шаг, а абсолютно продуманное решение. Она просто собирает свою личную богатую свиту, охрану, средства и примыкает к одной из хорошо вооруженных европейских колонн, которая через Балканы и Константинополь двигалась прямо к Иерусалиму. Вот так спасение любимого сына, религиозный порыв и величайшее событие Средневековья
соединяются в одной точке. И вот тут, друзья мои, начинается суровая правда жизни XI века. Первый крестовый поход – это не прогулка с комфортом. Это изнурительный, страшный марш сквозь тысячи километров, дикую жару, эпидемию и голод. Дошла ли Гита до Иерусалима? Увы, нет. Княгиня не выдержала тяжелейших условий этого перехода. Она скончалась на Святой Земле 10 марта 1098 года. Всего за год до того, как крестоносцы взяли Иерусалим. Свой священный обет перед Богом за спасение сына она исполнила до самого конца, отдав за него собственную жизнь. И тут, конечно же, у вас возникает справедливый вопрос. Погодите, а откуда вы с такой точностью знаете про 10 марта? Ведь в той же Википедии ничего толком не написано. А наши древнерусские летописцы вообще молчат как рыбы. Но про то, что Википедия знает далеко не все, вы и без меня прекрасно догадываетесь. А про наших уважаемых монахов-летописцев мы вообще молчим. Они, как вы помните, про существование женщин вспоминать стеснялись, так что от них точные даты ждать не приходилось при всем желании. Но, к счастью, у нас есть куда более серьезные источники и куда более въедливые люди. Помните немецких монахов из Кёльна, которым любящий сын Мстислав отправлял золото за исцеление от медведя? Так вот, у европейских монахов существовали так называемые синодики – специальная книга памяти, куда записывали даты смерти всех важнейших покровителей и дарителей, чтобы ровно раз в год служить по ним за упокойную службу. И вот в этом кёльнском синодике напротив даты 10 марта стоит четкая запись «Королева Гита». И тут у самых дотошных скептиков, конечно же, возникнет вопрос. Ну ладно, но записали они там 10 марта королева Гита. И что с того? Может, она в этот день монастырь посетила? Или кубок золотой принесла? С чего вы взяли, что это день смерти? Отвечаю. Книга, в которую ее внесли монашеский синодик или некролог. Это, по сути, официальное средневековое свидетельство о смерти. Монахи в такие списки не записывали дни рождения, визиты или просто хорошие поступки. Подобный документ создавался с одной единственной практичной целью – открыть ее утром 10 марта и увидеть, за чей упокой сегодня вся братья должна служить за упокойную мессу. Записать туда живого человека было не просто нельзя, это был страшный грех. Так вот, запись на 10 марта означает ровно одно. 10 марта 1098 года Гита скончалась. Из этого великого опасного паломничества наша английская принцесса уже никогда не вернулась. Конечно, сегодня найдется немало желающих поспорить и поставить под сомнение ее участие в крестовом походе. Но против логики и документов не попрешь. Здесь сходится все с математической точностью. Жуткая охота на Волыне, молитва, обет матери, разгар крестового похода и немецкий некролог. Пазл сложился идеально. А теперь, друзья мои, возвращаемся на Русь. И сразу вопрос, а куда конкретно мы возвращаемся? В Киев? В Чернигов? А вот и нет. В 1098 году Владимир Мономах сидит в Переяславле. Скажу коротко, из Чернигова он в свое время ушел сам, и на тот момент для него это было самым умным, взрослым и лучшим решением. Так вот, сидит наш Владимир в своем Переяславле, а старший сын Мстислав правит в Новгороде. И представьте себе обстановку на этот момент. На дворе 1098 год. В стране кипит жесточайшая княжеская междоусобица, князья воюют друг с другом. Мономах носится по Руси, пытаясь тушить эти пожары. И тут приходит горькая весть. Гита умерла на Святой Земле. Что об этом пишут наши древнерусские летописцы? Ну, вы уже догадались, снова абсолютный ноль. Ни строчки, ни вздоха. У них там усобицы, не до княгини. А вот сын Мстислав получил весть о гибели матери и делает единственное, что мог сделать любящий сын. Он собирает щедрые дары, золото, серебро, драгоценные меха и отправляет их в далекий кёльнский монастырь святого Пантелеймона с единственной просьбой – молитесь за мою мать каждый год 10 марта. Ну а мы с вами, друзья мои, возвращаемся к Владимиру Мономаху. Что же происходит в его жизни дальше? А дальше бесконечные походы, битвы и военные разборки. Я напомню, я не монах, так что перечислять вам абсолютно каждую стычку не буду, хотя наши летописцы, мне кажется, никогда в жизни так не радовались, как при Владимире. У них наконец-то появилось о чем писать с утра до ночи. Но, как вы понимаете, статус и политика требуют своего. Князю нужна жена. Так уж устроена жизнь XI века. Поплакал, погоревал, а государственные дела сами себя не сделают. Надо жениться снова.
И вот тут начинается самое интересное. Если мы с вами прямо сейчас откроем ту же Википедию, в графе «Вторая жена» написано коротко и безжалостно «Вторая жена». И все. Да кому это вообще интересно, правда? Ну, была какая-то женщина, и была. Скажите спасибо, что хотя бы сам факт ее существования упомянули. Как вы думаете, записали ли про нее хоть что-то подробнее наши родные монахи? И правильно думаете, вообще ничего. Им снова некогда. Половцы, битвы, медовуха на пирах, не до имен каких-то там жен. Но мы с вами, друзья мои, к счастью, не средневековые монахи. И мы с вами прекрасно знаем, на ком на самом деле женился Владимир Мономах и при каких потрясающих обстоятельствах. Друзья мои, пересказывать вам сейчас все подробности этого бесконечного княжеского гадюшника я искренне не буду. Иначе я либо начну говорить заунывным голосом средневекового монаха, либо сама сойду с ума. Ну, либо вы заснете. А это вообще не наш метод. Скажу одно, чтобы вы просто понимали общую картину. Наше, древнерусское, листвичное право людей добрее не делало. Воевали все против всех. Союзы рушились за 5 минут. И тут происходит полнейшая дичь. Подло ослепляют волынского князя Василько. Причем ослепляют, прикрываясь именем Мономаха. На Руси вспыхивает такой пожар и беспредел, что Мономаху срочно потребовалась помощь. И не просто поддержка, а железобетонная броня. А откуда в том веке можно было взять такую броню? Конечно же, из Византии. Во-первых, это главная супердержава того времени. Во-вторых, у самого Владимира там отличные связи. Он ведь и сам сын византийской принцессы. Поэтому большинство историков абсолютно убеждены, за новой женой Мономах отправился именно к грекам. И вот тут, друзья мои, самый сок. Как же звали эту женщину? Если верить нашим родным монахам-летописцам, ее звали мать Юрия. Все, другое имени у нее в природе не существовало. Вот родилась сразу мать Юрия. И все тут. Зачем ей собственное имя? Но, если верить более поздним историкам, в частности Татищеву, ее все-таки звали Ефимия. Давайте мы с вами будем нормальными людьми и будем называть эту женщину Ефимией. А то называть ее только матерью Юрия, это уж совсем не по-человечески. А почему про этот брак молчат византийские хронисты? Все просто. Она была не дочерью императора, а знатной византийской аристократкой. Но Владимиру этого хватило с головой. Он получил железобетонную поддержку Константинополя и новую жену. И вот наша византийская аристократка Ефимия, она же мать Юрия, приезжает на Русь и начинает рожать Владимиру детей. Хотя, кого мы обманываем? Вы же помните, что писали наши монахи? Они ведь нигде и словом не обмолвились, что рожала женщина. По их версии, все Владимир, все сам. Ну да ладно. Мы с вами люди серьезные, современные, прекрасно знаем, кто кого на самом деле родим. И вот давайте внимательно проследим за именами этих детей. Напомню, от первого брака с английской принцессой Гитой у нас были исключительно скандинавско-славянские имена. А что же происходит теперь? А теперь у нас на свет появляются Роман, Андрей и Юрий. И это уже чисто византийские греческие имена. И, конечно же, друзья мои, у них рождаются и девочки. И их имена мы с вами тоже знаем. Агафья и Ефимия. И знаете, откуда мы их знаем? Вовсе не потому, что в один прекрасный день монахи вдруг закричали: «Ура! Девочка родилась! Скорее, пишем!» Нет, ничего подобного монахи, конечно, бы не сделали. Это сделала сама история. Но об этом чуть позже. Ну а мы идем дальше. Казалось бы, все отлично. Аристократка, Владимир, семья, дети. Все идет своим чередом. Но тут происходит абсолютно немыслимое. Я не знаю, что произошло в тот день с летописцем, но знаете, как говорится, нема е. Может, на одного из монахов нашло редчайшее вдохновение, может, звезды так совпали, а может, он с утра перепил чего-то ядреного, не знаю. Но делать ему в этот день, судя по всему, было больше нечего. Он берет и собственной рукой выводит в летописи точнейшую дату 7 мая 1107 года приставися Юрьева мати. То есть 7 мая 1107 года умерла мать Юрия, то есть наша Ефимия, греческая аристократка. Как он до этого додумался и как умудрился записать конкретный день, это вообще уму непостижимо. Ну, а для нас с вами это очередное железобетонное подтверждение. Раз Юрьева мать умерла в 1107 году, а наша Гита к тому моменту уже давно покоилась в Святой Земле,
то абсолютно понятно, что Юрия Долгорукова родила именно Ефимия. Ну а теперь к вопросу, а в каком же статусе на этот момент, 7 мая 1107 года, находится отец Юрия, то бишь Владимир Мономах. А он все еще князь Переяславский. До его триумфального прихода к власти в Киеве остается еще целых 6 лет. Друзья мои, сразу признаюсь, если бы сейчас на моем месте сидел средневековый монах, он бы вам про следующие 6 лет рассказывал взахлеб, слюной бы брызгал от восторга, перечислял бы каждую кольчугу, каждый шлем, каждую мелкую стычку в степи. Но я не монах, и мне, простите меня, от этих всех войн и походов становится ужасно скучно. Мне хочется просто лечь, накрыться одеялом, зажмуриться и вообще этого не читать. Поэтому давайте разжуем эти 6 лет так, чтобы все стало предельно понятно, без всяких военных подробностей. За счет чего Владимир Мономах за эти годы стал главным любимцем всей Руси? Все элементарно. Пока остальные князья устраивали бесконечные разборки, Мономах у себя в Переяславле зарабатывал репутацию единственного адекватного взрослого в этой стране. Он не грабил свои земли, держал порядок, защищал простых людей, судил честно и умел договариваться. На фоне общего хаоса он выглядел просто как супергерой. А что в это время происходило в Киеве? А на Киевском престоле сидел двоюродный брат Мономаха, Святополк. И вот с этим человеком Киеву, мягко говоря, не повезло от слова совсем. Переводя на современный язык, Святополк устроил в Киеве настоящий финансовый беспредел. Он подмял под себя торговлю солью, взвинтил цены до небес, а главное, притащил в город кучу ростовщиков и фактически открыл сеть средневековых микрозаймов под дикие проценты. Простые люди влезали в кабалу, отдавали последнее, превращались в рабов, а Святополк и его приближенные гребли золото лопатой и радовались жизни. Напряжение в городе стояло такое, что искры летели. И вот в 1113 году этот Святополк неожиданно умирает. И что было должно произойти по тому самому лествичному праву? По правилам, трон должны были унаследовать другие старшие родственники. И вот тут в Киеве вспыхивает настоящий народный взрыв. Горожане выходят на улицы и выставляют ультиматум: никаких больше коррупционеров и процентщиков. Мы не хотим видеть на троне этих жадных князей. Народ идет громить дома ростовщиков. В городе начинается анархия и пожары. Бояре и верхушка города в полной панике. Они понимают, если прямо сейчас не привести правителя, которого народ уважает и боится, Киев просто сгорит дотла. И они отправляют срочную телеграмму Мономаху в Переяславль: «Владимир, спасай, приходи, садись на престол, иначе тут разнесут все, включая монастыри». Мономах для порядка немного повыкаблучивался, мол, ребят, есть же закон, есть другие претенденты. Но когда киевляне позвали его во второй раз и сказали, что город уже догорает, он понял, пора брать власть в свои руки. Владимир въезжает в Киев. Народ встречает его как спасителя. И чтобы вы действительно поняли, как он его навел, давайте я вам просто объясню на пальцах. Потому что то, что там понаобъясняли наши любимые монахи, мы с вами даже читать не будем, иначе прямо сейчас повалимся спать. Смотрите, как это работало, чтобы вы просто понимали. Вы берете у богатого соседа в долг, скажем, 1 мешок картошки. А через месяц он приходит и заявляет: возвращай 10 мешков картошки. То есть проценты набежали просто сумасшедшие. А у вас этих 10 мешков тупо нет. Где вы их возьмете? И тогда сосед вам говорит: раз нет, с сегодняшнего дня ты и твои дети, мои рабы, идите чистить мои конюшни до конца жизни. Вот так это и работало. На этой дичи богачи наживались годами и в итоге довели людей до кровавого бунта. И что же делает наш Владимир Мономах, когда садится на трон? Первым делом он говорит: так, друзья мои, во-первых, никакой картошки у нас еще нет, а то сейчас тут в комментариях понаписывают нам. Шутки-то ведь не все понимают. Так что берем пока репу или пшеницу. А во-вторых, он издает 2 железных правила. Хватит драть с людей 3 шкуры. Бешеные проценты по долгам урезаются в несколько раз, а грабительские поборы отныне это преступление. И он запрещает делать из свободных людей рабов за долги. Если человек попал в беду, дайте ему рассрочку, но не сажайте на цепь. Все, на этом весь город перевел дух. Простые люди поняли, что закон теперь на их стороне. Ростовщики прижали хвосты, и в Киеве наконец-то наступил покой и тишина. А теперь, конечно же, у вас главный вопрос. А что конкуренты Владимира? Вы же помните, вокруг Киева
плавают такие акулы, которые по листвичному праву должны были сесть на трон до Владимира. А Владимир-то зашел вне очереди, и давай тут наводить порядки с картошкой, видите ли. И вы, наверное, думаете, неужели они реально сказали: ну ладно, Вовка, отказываемся мы от Киева. Да, друзья мои, представляете себе, так и сказали. А все потому, что другого выхода у них в тот момент тупо не было. Давайте объясним простым человеческим языком, почему старшие претенденты сказали: ладно, мы посидим у себя. Да потому что киевляне бы их просто порвали. Восставший народ прямо заявил: если в город попытается сунуться кто-то из черниговских князей, Киев просто встанет на дыбы. Их там искренне терпеть не могли. А у Владимира на тот момент самая мощная и опытная армия в стране. Лезть с ним в драку было гарантированным самоубийством. И главное, Мономах сел в Киеве, но у своих конкурентов их родной и богатый Чернигов отбирать не стал. Он дал им абсолютно понятный сигнал: ребят, я сел в Киеве, потому что меня попросил народ, и чтоб город не сгорел. В ваши земли я не лезу, ваше имущество не отжимаю. Сидите тихо у себя, и вас никто не тронет. И конкуренты все поняли с первого раза, почесали затылки, проглотили обиду и решили, что лучше спокойно сидеть в Чернигове, чем получить от Мономаха по шапке и потерять вообще все. И вот, друзья мои, на дворе 1113 год. Владимир Мономах сел на киевский престол, отменил дикие проценты, утихомирил бунт и стал абсолютным единоличным хозяином всей Руси. И тут возникает логичный вопрос: а сколько же Владимиру на тот момент лет? На момент прихода к власти в Киеве ему ровно 60 лет. По меркам XII века это не просто солидный возраст, это настоящий аксакал, дедушка и патриарх. К тому же у него есть куча взрослых сыновей, которые сами давным-давно правят городами. Казалось бы, все, ты на вершине славы, тебе 60, сиди себе спокойно на престоле и подводи итоги жизни. Но нет. В скорости, после восшествия на престол, наш 60-летний Мономах женится в 3-й раз. И вы, наверное, спросите: зачем? Какая муха его укусила? Зачем мужчине на 7-м десятке снова связывать себя узами брака? Ответ элементарен, друзья мои. Никакой романтики, чистая и жестокая геополитика. Смотрите, как сложилась ситуация. Всю свою жизнь Владимир громил половцев в степи. Он был для них главным кошмаром. Но степь-то бесконечна. Всех половцев не перебьешь, а южную границу как-то надо защищать, чтобы люди могли спокойно пахать землю. А какой был самый надежный и железобетонный способ заключить мир в Средневековье? Правильно, династический брак. Мономах берет в жены половецкую принцессу, дочь мощного степного хана. Логика тут гениальная. В степи законы родства были святы. Половецкий хан просто физически не мог пойти войной на мужа своей собственной дочери. Сделать хана своим тестем – это означало запечатать южную границу на замок, без единого выстрела и без гибели наших воинов. Ну а теперь, друзья мои, давайте честно. Как вы думаете, что в этот момент сделали наши любимые летописцы? Вот представьте себе картину. В княжеские палаты впервые въезжает юная дочь степного хана. Монахи в восторге откладывают все дела и с придыханием берут перышки, аккуратно промокают их чернильницы и пишут: «Ой, какая красавица! Ой-ой-ой, какие у нее глаза! Какая коса! Какое платье из степного шелка!» Да, сейчас. Нет, друзья мои, ничего подобного. В этот судьбоносный момент монахи были заняты очень важным делом. Они записывали что-то невероятно нужное. Например, что под Суздалем корова отелилась 2 головами, или что на прошлой неделе был подозрительный туман. А имя новой княгини? Какое имя? Нет, какое-то человеческое женское имя у нее безусловно было. Но для наших летописцев, а вслед за ними и для всего мира, она так и осталась абсолютным анонимом. Ее даже не назвали матерью кого-то, потому что сыновей в этом браке, судя по всему, не родилось. А если там и были дочери, вы же сами понимаете, как монахи обожали записывать рождение девочек. В итоге в летописях она осталась просто жена Владимирева. Или в лучшем случае дочь хана. Коротко и сердито. Все. А чего вы еще от них хотели? Друзья мои, если бы я сейчас писала школьное сочинение на тему «Владимир Мономах», я, наверное, выдала бы вам стандартный набор: сильный, мудрый, храбрый, справедливый. Но мы с вами не в школе. В жизни Мономах вовсе не был святым. У него хватало своих ошибок и грехов, как у любого нормального человека, как у того же Ярослава Мудрого. Но это была редкая личность, про которую действительно стоит помнить.
Чем же он так важен? Смотрите, все просто. Во-первых, он не проиграл ни одной крупной битвы и надолго отучил половцев ходить на Русь с набегами. А во-вторых, он навел порядок в законах, спасая простых людей от кабалы, ростовщиков и той самой истории с долгами за картошку. А еще говорят, что он объединил Русь. Но если отбросить громкие лозунги, это значит лишь одно – Мономах расставил своих сыновей по городам, и они правили не как грызущиеся князьки, а как одна сплоченная и дисциплинированная команда. На Киевском престоле Владимир просидел 12 лет, и 19 мая 1125 года Мономаха не стало. Он ушел из жизни в очень солидном по тем временам возрасте, не дожив до своего 72-летия всего 7 дней. Казалось бы, все, великая история окончена. Но как бы не так. Ставьте лайк, игра в Тибо раскроет вам главный царский фейк. Проходит почти 200 лет, и пока на Руси князья продолжают увлеченно делить земли, далеко на юге начинается совсем другая история. Итак, где-то в конце 13 века у одного ордынского принца из рода чингизидов рождается мальчик, и назвали мальчика Узбек. И нет, друзья мои, он не был узбеком в нашем современном понимании. Он был самым настоящим татаро-монгольским принцем. А само имя Узбек переводилось максимально круто. Сам себе хозяин или сам себе босс. Спойлер, это уже потом целый народ назовут в его честь. А пока он просто пацан с очень амбициозным именем. Судьба у маленького узбека была врагу не пожелаешь. Его отца убили во дворцовых разборках. Самого мальчишку отправили в ссылку на задворки империи, и, казалось бы, про него все забыли. Но узбек вырос, и вырос он в настоящего Дона Корлеоне степного края. В 1313 году он совершает дерзкий переворот, захватывает власть в Золотой Орде, жестко ликвидирует всех своих конкурентов и становится верховным ханом. И чтобы вы понимали масштабы, хан Узбек превращает Орду в абсолютную сверхдержаву. Он переводит всю страну в ислам, строит шикарные города из белого камня, развивает торговлю и становится настолько богатым, что европейские короли при одном упоминании его имени нервно икали. А что же с Русью? А с Русью узбек поступил гениально. Ему даже не нужно было собирать армию и лично ходить в набеги, чтобы жечь города. Зачем пачкать руки? Узбек просто сидел у себя в роскошном дворце в Сарай-Берке, пил чай из золотых пиал и наблюдал, как князья ползают перед ним на коленях, засыпают его подарками и буквально умоляют дать им ярлык, то есть бумажку с разрешением править. Узбек стравливал их между собой, стряхивал с них безумные налоги и чувствовал себя абсолютным хозяином положения. Но вот тут, друзья мои, у нашего степного Дона Корлеоне возникает дикая головная боль. Раньше хан отправлял на Русь своих татарских чиновников, баскаков. Но люди их настолько ненавидели, что при первой же возможности устраивали им тотальный линч. Бунты вспыхивали один за другим. А в Твери народ вообще сошел с ума. Они взяли и сожгли брата хана Узбека вместе со всем его отрядом. И Узбек понял – посылать своих людей – это убытки, смертоубийство и бесконечная головная боль. И тогда хану приходит в голову гениальная идея. Он решил, а зачем мне посылать своих татар? Давайте я найду среди князей самого хваткого, выдам ему статус главного князя и поручу ему выбивать налоги из всех остальных. Если случится бунт, люди будут бить его людей. А мне этот главный просто будет привозить готовую кучу золота на блюдечке. И вот тут, друзья мои, пока хан Узбек мучается с вопросом, кому бы поручить эту грязную работу по сбору налогов, параллельно разворачивалась другая история. Жил-был в маленькой, скромной и особо ничем не примечательной тогда Москве князь Иван Данилович. Нам со школы его часто преподносят как эдакого милого дедушку с кошельком. Но помните это прозвище – Калита? В переводе со старорусского «калита» – это буквально кожаный мешочек для денег – кошель. Легенда гласит, что он ходил с этим кошельком на поясе и раздавал нищим медики. Да, сейчас нашли святого. Иван Калита был не милым дедушкой, а самым жестким, циничным и гениальным бухгалтером.
Человек с мертвой хваткой, который понял главное правило той эпохи. В XIV веке побеждает не тот, у кого меч длиннее, а тот, у кого больше золота и лучше связи в Орде. И вот в 1327 году в Твери случается тот самый бунт, где тверичи от усердия сожгли брата хана Узбека. Пока тверской князь в панике думал, куда бежать и что делать, наш московский бухгалтер Иван Калита моментально сообразил: «О, это же мой звездный час!» Калита мгновенно мчится в Орду прямо к узбеку, падает на колени, выражает соболезнования и предлагает хану готовое бизнес-решение. «Узбек, дорогой, Тверь совсем страх потеряла. Дай мне твое войско, я лично поеду и накажу смутьянов, а заодно сделай меня главным князем. Я тебе гарантирую, налоги будут приходить точно в срок, копеечка копеечки, а твои татары смогут спокойно сидеть дома и пить кумыс». Узбек посмотрел на этого прагматичного, въедливого и абсолютно лояльного князя и понял: вот он мой идеальный топ-менеджер. И вот, друзья мои, наш Иван Калита получает заветный ярлык на Великое княжение Владимирское. Казалось бы, собирай вещи и езжай во Владимир. Но Калита был человеком хитромудрым. Ехать во Владимир он даже не подумал. Он остается в Москве, тихонечко переносит туда центр управления и даже уговаривает митрополита переехать жить в Москву. И начинается эпоха настоящего финансового гения. Представьте себе такого средневекового бухгалтера в очках, на рукавниках, со счетами и огромными амбарными книгами. Иван Калита выбивал дань с остальных князей железной строгостью. Ордынцев он не обманывал. Хану Узбеку золото шло ровно, вовремя и копеечка к копеечке. Узбек был в полнейшем восторге и каждый раз называл Калиту лучшим сотрудником месяца. Но Иван Калита не был бы Калитой, если бы попутно не откладывал такую, знаете, малюсенькую комиссию за свои бухгалтерские услуги в тот самый кожаный кошелечек, в Калиту. На эти сэкономленные денежки он без единого выстрела оптом скупает деревни, земли и целые города, делая Москву самой богатой. И вот тут, друзья мои, на сцену-то, наконец, выходит она. Хан Узбек, глядя на то, как идеально и без единого бунта Калита пополняет ордынскую казну, решает наградить своего любимого топ-менеджера. В знак особого расположения хан дарит ему роскошную золотую восточную тюбетейку. И это был ювелирный шедевр, чистейшее золото, тончайшая филигрань, драгоценные камни. Смысл подарка был прост. Носи, Ваня, пусть все остальные князья видят эту шапку и знают, кто твоя крыша. Калита этот роскошный подарок, естественно, принял с глубочайшим почтением и благодарностью. Надел ли он эту тюбетейку сразу? Прохаживался ли потом в парадном восточном халате, гордо задрав нос, мол, смотрите, кто тут любимый работник хана Узбека. История, увы, таких подробностей не сохранила. Селфи в халате и золотой тюбетейки Калита после себя не оставил. Но вещь ему явно безумно понравилась. Он бережно спрятал ее в самый надежный сундук и стал передавать по наследству своим сыновьям. Причем в официальных документах и завещаниях Калиты она числилась без какого-либо пафоса, просто как шапка золотая. И ведь неизвестно, друзья мои, что случилось бы дальше с этой золотой тюбетейкой. Может, лежала бы она и дальше на дне сундука, тихо передавалась от отца к сыну, а может, ее вообще в какой-нибудь голодный год переплавили на монеты, и никто бы о ней не вспомнил. Если бы не один крутой поворот. Представьте, на дворе 1547 год. На сцену выходит молодая, но уже очень амбициозная звезда, 17-летний князь Иван IV. Ну, это тот, который позже станет Иваном Грозным. И юноша решает: так, ребята, великий князь – это вчерашний день, мелко плаваем, я буду первым царем. А царь – это вам не просто князь, это уже статус, это уровень европейского короля или византийского императора. И вот тут у царских пиарщиков возникает гигантская проблема. В чем коронуется царь? Правильно, в короне.
А у князей с коронами был тотальный абсолютный дефицит. Не ковали этих европейских золотых штуковин зубцами и алмазами. Но не было такой традиции. Максимум, в чем ходили правители, это симпатичные парадные шапочки из бархата с соболем. Но согласитесь, короноваться первому царю в обычной шапке из гардероба, это как-то не солидно. Нужна была не просто шапка, а что-то дорого-богато. Да еще и с такой древней железной историей, чтобы у всех европейских послов и собственных бояр челюсть отвисла. И главное, нужен был византийский след. А почему именно Византия? Во-первых, в народной памяти Византия – это же когда-то было ого-го, Великая империя, Царьград, роскошь. Правда, к 1547 году от этого ого-го уже 100 лет как ничего не осталось. Но, во-вторых, и это самое главное, не забываем, чей Иван потомок. Его родная бабушка была Софья Палеолог, племянница последнего византийского императора. В общем, Ивану жизненно необходимо было показать всему миру красивую правопреемственность. Смотрите, я не просто какой-то там князь из леса, я законный наследник Византийской империи. А раз ты наследник Византии, где, скажи, пожалуйста, твоя империалистическая регалия? Где священный византийский артефакт, подтверждающий твои права? Ух, мама дорогая, ищем по всем сусекам и царским сокровищницам скребем, друзья мои. И вот, представьте себе эту картину. 1547 год. Царская сокровищница. Политтехнологи 17-летнего Ивана с факелами спускаются в темные запыленные подвалы, потеют и перерывают старые сундуки Ивана Калиты. Так, что это у нас? Ага, шуба, побитая молью, мимо. А это что такое? Какая-то ржавая кольчуга. Не то. О, а это что такое у нас тут хорошенькое? Ну-ка. Достают ту самую золотую татарскую тюбетейку хана Узбека. Смотри, чистейшее золото, тончайшая филигрань, ювелирный восточный шик. Вещь. Делаем легкий ребрендинг. А как ребрендировать-то будем? Смотрите, снизу пришиваем пышную соболиную опушку. Наверх аккуратненько прикручиваем православный крестик и выходим к боярам с рыданием на глазах. Боже мои любезные друзья, да это же она, это же личный венец византийского императора Константина IX Мономаха, который он торжественно передал своему любимому внуку Владимиру Мономаху. И тут один дотошный пиарщик из заднего ряда чешет затылок и шепчет: «Слышь, начальник, а про Константина что в легенде рассказывать будем? Он эту шапку со своей головы снял или на заказ для пацана сшил?» «А ты что? Конечно, со своей. Это была его любимейшая шапка, он с ней вообще не расставался. А тут ради любимого внука от сердца оторвал. Так и запишем. Со своей. В Константинополе, то есть византийский император, у себя при плюс 35 в тени ходил в этой меховой шапке и потел?» «Так, глупые вопросы не задавать. Сказано снял, значит снял. Не твоего ума дело, в чем императоры потеют. Ладно, молчу. Ну зачем 2-летнему пацану такая огромная шапка? Константин-то умер, когда Владимиру всего 2 года было». «Как зачем?» «Почувствовал приход смерти. Взял и прямо с царского плеча снял шапку и сказал: эх, Вовке шапка пригодится. И передал на вырост, чтоб внук за дедом донашивал». Ну теперь все сходится. С царского плеча да на вырос. Вот эта тема. Вот так золотая татарская тюбетейка превратилась в любимую меховую шапку южного византийского императора Кости Мономаха, которую он, утирая скупые дедушкинские слезы, передал своему любимому внуку Вовочке. И знаете, крылатая фраза «тяжела ты шапка Мономаха» теперь играет абсолютно новыми красками, правда? Она тяжела ровно потому, что пережила такую дикую и закрученную историю. Вы сами-то попробуйте тут свести концы с концами. И давайте сразу уточним, друзья мои, все, что я вам рассказала, это не мои домыслы, а сухие факты, хронология и официальные экспертизы Эрмитажа. Хотя я абсолютно уверена, что в комментариях сейчас обязательно появятся люди с куда более надежными источниками. Кто-то гарантированно напишет, что у них в семейном архиве хранится раритетное фото, стоит бабушка в киевском тереме,
на фоне ковра, а за ней лично Владимир Мономах уплетает картошку, а на голове сияет та самая шапка. И он еще, знаете, так рукой в камеру машет. «Привет! Шапка на мне! Видите? Видите?» А другие вспомнят, что лично читали секретный отчет и видели квитанции о пересылке из Константинополя, мол, шла-шла из Византии посылочка с оливками и шапкой. Просто доставка растянулась на сотни лет, курьеры перепутали адрес, ну и оказалось бандероль случайно у хана Узбека. Ну, бывает. Ну и, конечно, мне традиционно обязательно пришлют сотни ссылок на очень важных экспертов и авторитетных блогеров, которые со 100% гарантией утверждают, что шапка Мономахова. Да и вообще, Владимир с этой шапкой не расставался ни на минуту, он в ней спал, купался и по вечерам со слезами на глазах рассматривал дедушкины фотографии. Ну а мы с вами, друзья мои, такими секретными отчетами, увы, не обладаем и в глаза их не видели. Так что имеем то, что имеем. Нам остается лишь, так сказать, константинопольствовать, то есть констатировать. Вот так, благодаря татарскому хану, московским бухгалтерам и царским пиарщикам и создаются самые громкие исторические мифы. А вот с Владимиром Мономахом мы на этом вовсе не прощаемся. Ведь, как вы помните, после себя он оставил целую ораву детей, которых сам и родил. А их судьбы – это уже, друзья мои, совсем другая и очень интересная история. Там, конечно, обойдется уже без татарских тюбетеек, без выдуманных посылок с оливками и без фальшивых византийских регалий. Зато нас ждут такие дикие международные интриги, что держись. Челом бьем за каждый ваш лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. И до скорой встречи в новых выпусках.